Так, ну, в начале новостного блока я поясняю за название стрима. Название стрима звучит незамысловато, как позитивные сигналы договорняка. Договорняк называю только уважительно, не уменьшительно, ласкательно. Договорнячок это вам что, шутки, блядь, какие-то? Конечно же, договорняк. Да, ну и как бы многие подумали, что это какая-то отсебятина позитивные сигналы. Нет, друзья, это прямая цитата, ее мы рассмотрим где-то подробнее в блоке, который называется «Договорняк», отдельный блок. Но пока мы к нему не дошли, давайте просто по ходу новостей, которые как бы терзали нас за время этих выходных, да. И вот первое, что у меня написано, это загадка окружения на Курщине, да. Загадка окружения на Курщине или, наверное, один из самых таких успешных примеров российской псохи. Но говорят, что российская сторона, блядь, да, путинская, где-то, ну, на мой взгляд, реально провела успешную операцию ИПСО. В смысле, понятно, что там катастрофа какая-то адовая, да, і думаю, що хто якось дотичний. Ну, правда, сейчас это уже и в паблике прям вполне, ну, там, у кого є якісь знайомі, то тот об этом слышал. Понятно, что ситуация там катастрофичная, но все-таки вопрос окружения. Действительно, российскому государству в кооперации необъяснимой, да, буквально, либо это такой реально успешный обман, либо договоренность какая-то негласная, да, удалось убедить, ну, мир в какой-то момент в том, что там есть какие-то окруженные украинские частины. Все-таки надо сказать, что там катастрофическое отступление и окружение, да, те самые еще сато страшно звучащие для нас котлы, это типа вещи все-таки разные. Котел это полная типа катастрофа, да, провал очень сильный, медийный, да. И вот на какой-то момент, да, Москве реально удалось убедить мир в кооперации с Дональдом Трампом, потому что почему, да, потому что Трамп просил Путина пощадить людей, которых он окружил в Курской области украинских солдат. Вроде как этого окружения не было, и это такой реально очень удачный пример ИПСО, да, где создали несуществующий факт. Ну, как-то кроме этого, если начать это распутывать, то со слов президента следует, что, ну, понятно, там полная ликвидация всей этой курской операции. И тут задаешься вопросами, типа, вот это ИПСО, да, это реально вот российская сторона смогла создать иллюзию случившегося, или это как бы негласная договоренность надавить на Украину сильнее, да, таким тоном надавить на Украину, скорее выводить оттуда войска, для того, чтобы приблизить договорняк, потому что, понятно, это линия, по которой всегда я критиковал эту операцию. То есть я не военный, мне сложно рассуждать о ее военной целесообразности, хотя в целом ценю то, что просто не сидели на месте. Ну, тоже мои оценки, да. Но всегда критиковал эту линию, что это поможет нам дипломатически. Там два направления было, да, что э, сговорчивее станет российская сторона по какой-то причине, что можно эту территорию на что-то обменять. Ну, тут сразу эти обои пункта не надо обладать большими знаниями, чтобы понимать, что на них, на оба этих пункта можно ответить «нет». То есть не станет сговорчивее, обменять это ни на что не выйдет. Более того, говорить она вообще не захочет, российская сторона, на таких раскладах. И тут вопрос в том, конечно, что ну, вот ситуация в моменте не определяет то, как будут приниматься решения, потому что, конечно, они понимают свой потенциал, российская сторона, в том смысле, что у них ресурсы отбить есть эти территории, поэтому они договариваться не будут на таких раскладах. И это как бы было понятно, мне кажется, изначально, да. Ну, еще тоже всегда, конечно, забавляла как-то уже подзабытая риторика президента Зеленского, да, на тему того, что это очень важно. Почему? Потому что российское государство кому-то, непонятно кому, ну, как я понимаю, из логики повествования, да, того, как это подавал президент, российское государство показывает своим гражданам, что оно не способно за них постоять. Он все время говорил, что это очень важно, это очень символично, да, в том смысле, что показывает, насколько Путин не способен защитить своих граждан. Ну и тогда, и сейчас есть смысл сказать, что это нахуй ни на что не влияет. Я думаю, граждане России прекрасно понимают, что они никто, звать их никак, и, ну, как это часто и везде бывает, предоставлены они только сами себе, да. И в этом смысле тоже, думаю, эта аргументация тоже была слабая, такая полумифическая, как и много у нас такого мифического про разные какое-то, ну, в общем, такое мышление мифами. Часто такое у нас встречается, какими-то, которые мы сами себе придумываем и сами себя в них и общество пытаемся убедить. Потом разочарование. Вот, ну дальше, да, продолжая дальше эту историю с Курщиной,
то президент проливает света больше. Ну, кто помнит, то они давно еще с самого начала операции на Курщине, да, с момента активизации вот этой на границе Сумской и Курской, да, областей, то Путин давно начал продвигать идею, что он хотел бы, было бы неплохо санитарную зону, ну, в общем, как-то вторгнуться на эти территории, чтобы отодвинуть фронт от своих границ. Он об этом говорил много. И сейчас что-то такое подобное президент и говорит о том, что Путин говорит об окружении, которого еще нет, но которое он планирует. И планирует он это окружение совершить уже на территории Украины, на территории Сумской области. Ну, звучит тревожно. Не знаю, насколько это возможно, и не знаю, насколько решится на это российская сторона, опять-таки. Не знаю, как там выглядит линия обороны. Наверное, это, ну, мне кажется, опять-таки, не военный эксперт, военная экспертиза нулевая, но мне кажется, что, наверное, это один из таких сценариев, к которому однозначно готовились где-то в Генштабе, что ну, просто отступить не выйдет. Наверное, там какие-то серьезные линии обороны. Будем жить с этой мыслью, что это такого рода ловушка, да. Ну, в общем, вот так. Это вот такая Курщина. И вот такой пример, но я все-таки склоняюсь к этому, очень удачного ИПСО, да. Не верю в сложно сочиненный план о том, что Дональд Трамп подыгрывает здесь российской стороне для того, чтобы как-то президента Зеленского поскорее смотивировать выводить оттуда войска из Курской области, чтобы приблизить договорняк. Думаю, что это вот такая случайность и такое стечение обстоятельств, как мы его видим, да, Путин сказал, там российская сторона сказала, американская сторона взяла на верочку и как бы всему миру такую картину показала. Вижу это так. Ну да, ну понятно, просто у меня здесь написано без угла, потому что я всегда на нее ссылаюсь в таких критических каких-то моментах, но вижу, что многие потрясены такими материалами. Хотя не сказать, что прям совсем это было в информационном вакууме, просто не афишировалось в каких-то крупных медиа, но где-то там в частном уровне, да, на уровне каких-то своих личных телеграм-каналов, военные писали о том, что там ситуация прям давно уже, последний месяц, все хуже и хуже и хуже, и приближается к какой-то катастрофической. Ну и да, Марьяна Безула говорит о том, что там, критикуя в своей манере военное руководство, пишет о том, что там нет никакого, как они любят говорить, да, на их языке, перегруппирования скоординированного, нихуя там такого нет, там есть полное бегство, катастрофа, обвал, ну и все такие слова, в общем. Ну, понятно, вот такое настроение в целом. Следующая новость, которая у меня написана, это то, что Трамп отключил финансирование Радио Свободе и Голосу Америки, да. Ну, понятно, что ушла эпоха, специфическое место в истории нашего региона занимает там Голос Америки, как те самые голоса, которые слушали, ну, по-всякому настроенные к Советскому Союзу граждане, да, то есть голоса слушали все, от тех, кто мечтал о скорейшем крахе Советского Союза и, скажем так, свободе народов, замкнутых в этой тюрьме народов, до людей, которые были, ну, не знаю, подходящее ли слово патриоты Советского Союза, были ли такие люди, но, скажем так, те люди, которые потом бы слушали Любе, да. Слушали все, потому что это был один из немногих источников информации. Ну вот не скажешь не заангажированный, да, понятно, заинтересованный, да, понятно, что заангажированный, американская государственная медиа, но в том вакууме информационном, который был в Советском Союзе, это был единственный источник несоветской информации, и какой бы она ни была, она всегда звучала более правдиво, чем то, что говорили в советских медиа, да, и понятно, что основной интерес вызывало у людей, ну, как мне кажется, опять-таки, говорю это скорее на основе своего личного опыта, общения со стариками, да, основной интерес вызывал вопрос афганской войны, да, которым сопровождались последние года Советского Союза, последние года жизни. В том смысле, что советская пропаганда, советские медиа не говорили ничего ни о потерях, ни об операциях, ну, только в чертах там телемарафона, да, условного, вот так. При этом «Голос Америки» давал информацию о потерях, неизвестно насколько правдивую, но тем не менее это было то, что интересовало людей, и это было единственное место, где можно было это почерпнуть. Ну, вы слышали, наверное, всю аргументацию. Мы, конечно, понимаем, что основная причина, основных две, наверное, выделил причины, ну, на мой взгляд, да, такого курса и такого натиска Трампа в этом направлении, это, конечно, сократить расходы и, главное, поквитаться. Поквитаться, потому что мы хорошо понимаем и наблюдали за тем, что и Радио Свобода, и Голос Америки, хоть и будучи с государственным финансированием, агитировали за одну политическую силу, да, за демократов.
В общем, совокупность этого не знаю. Опять-таки, наверное, вот погоня за сокращением финансирования, да, не дает возможности, ну, вот такая ценностная их картина, такое их видение развития государства не дает им возможности, казалось бы, да, самого логичного инструмента, классического, заменить кадры, да. Ну, чтобы голос Америки был не голосом там БЛМ, ЛГБТ парадов, да, а чтобы «Голос Америки» был голосом мага Америки, да, там все время рассказывали, какой Джей Ди Венс классный, как Трамп выиграл в гольф в своем гольф-клубе, да, ну и какие-то такие, в общем, позитивные достижения. Что было бы логично, но нет, типа, по всей видимости, полная ликвидация. Ну, у них аргументация, ну, в смысле, публичная такая, что, типа, Европа уже свободная, поэтому голос свободной там Европы нахуй уже не упал, занимается он только пропагандой. И, ну, понятно, что это не совсем правда, да, но непонятно, насколько все-таки государственная медиа способна принести кому-то свободу, да. Хотя никогда не спорил с тем, что это все-таки лишний какой-то источник политического веса, да, так или иначе во всех этих странах постсоветского пространства. И это, мне кажется, скорее минус, да. Ну и понимаем все-таки, что, наверное, времена как-то трансформируются в смысле информационных технологий, да, наверное, это такое эволюционное отмирание. На место «Голоса Америки» будут приходить просто какие-то новые инструменты, может, не такие централизованные, но думаю, что это, наверное, все-таки какой-то уже приход какого-то будущего. Ну, в общем, вот так. Ну, вот это прямая цитата. Трамп объявил войну йеменским хуситам. Хуситы хуй сосите. Ну, умеют они подать, правда, да? Объявил прямо войну, и я смотрю, что действительно это вызвало такую войну. Ведь такая обычная классическая для Америки операция. И, ну, в прошлом году, по-моему, да, была точно такая же, которая, ну, наверное, эта операция, которая сейчас принесет такие же плоды, как и прошлая, то есть никакие. Ну, в смысле, бомбардировки каких-то объектов йеменских хуситов. Ну, наверное, это такая полупартизанская вещь, с которой так бороться никакого эффекта принести не может. Хотя все-таки вот личность Трампа, да, и восприятие ее в мире, наверное, играет свою роль, потому что, ну, понятно, что йеменские хуситы один из таких классических иранских прокси, как их называют, да, скажем так, организация, группировка, за которой стоит Иран, который ее снабжает, который ее вооружает, который ее прикрывает своим статусом, да. Ну, сейчас, как вы видите, как говорит моя бабка, молчок. Со стороны Ирана какой-то молчок по этой линии абсолютный. Потому что, видимо, вот страх какой-то, каких-то радикальных решений этой администрации не дает им возможности как-то жестко стать на защиту этих йеменских хуситов. Ну, в общем, вот так. Тоже следующая новость, которая у меня написана, она написана только потому, что мы на прошлом стриме этого вопроса касались, да, называется «Маринованный Стив Уитков». Стив Уитков — это уполномоченный по делам Ближнего Востока, но по Ближнему Востоку как-то успехов мало, он вам более известен, наверное, как такой человек, который выступает, не знаю, дипломатическим челноком между Москвой и Вашингтоном, да. Летает в Москву, первый, кто полетел в Москву от этой администрации американской новой. В общем, маринованный Стив Уитков. Почему маринованный? Потому что мариновали 8 часов его, да. И так бы оно и осталось неизвестной какой-то вещью в истории, да, ну мариновали и мариновали. Кто бы из нас этому удивился, и кто бы сказал, что это выходит как-то за рамки приличия. Но Трамп написал в своей социальной мережи, что вот эти ебучие медиа постоянно пиздят сумасшедшие, да. И сейчас напиздели на моего честнейшего друга Стива Виткофа, что его там кто-то мариновал. Нихуя такого не было, встретились мгновенно. Там хлеб, соль, все как положено. Ну, в общем, вот так. Видимо, не мариновали. Видимо, не мариновали, поэтому я это выписал. Друзья, генерал Кит Келлог теперь спецпосланник по Украине, сказал Трамп. Ну, я это выписал потому, что тоже была череда новостей. Не помню, выписывал ли я их о том, что Кита Келлога как слишком за украинца устранили от этих переговоров. Ну и чтобы эти слухи развеять, видимо, как-то, да, и совсем вот таких постоянных шквальных обвинений в том, что Трамп просто играет на поводу, идет на поводу у Путина, играет там по путинским картам, я хуй знает, как сказать. Ну вы поняли, да? Находится под влиянием, в общем, Путина, чтобы как-то этому сильно не подыгрывать, они решили как-то опровергать эту историю, да,
и такой нарратив о том, что Кита Келлога убирают, потому что он слишком заукраинец, а заукраинцы сейчас новая администрация американская, потому что они подсосы Путина, не нужны. Решили они этому не подыгрывать, решили с этим спорить, и, в общем, статус в который раз поменялся Кита Келлога, кем он только не был, уполномоченным по российско-украинским делам, уполномоченным по украинско-российским делам. Короче, как только его уполномоченным по Украине, как только статус его не эволюционировал, но, по крайней мере, как что-то заукраинское его держат, да, и не исключают, то есть публично поддерживают эту связь по этой линии. Вот такая, друзья, загадка Келлога. Ну да, Трамп сказал, что он будет посланником, спецпосланником по Украине и будет вести контакты с украинскую стороной. Ну это чтобы полностью понять. Ну тоже краткая строчка написана у меня. Сербия, последний бой Сороса. Ну, Майдан в Сербии. Майдан в Сербии разгоняют какой-то супер новой звуковой пушкой митингующих. Такого я еще не видел. Даже пришлось читать на Википедии, что это за хуйня. Ну, сам этот Вуйчич, блядь, спорит с тем, что такое оружие применялось. Хотя есть, я даже не знаю, можно ли это назвать оружием. Наверное, можно. Хотя есть полно видеодоказательств того, что это оружие применялось. Ну, вы знаете, это развитие событий. Кто помнит, кто-то писал мне в чате. Вся эта канитель, она развивается еще с того момента, как обвалился вокзал в Нови-Саде, по-моему, да? Вокзал, который, ну, коррупционная тема. Вокзал развалился, который строили китайцы или китайцы финансировали. Ну, в общем, деньги украли, вокзал упал. Когда-нибудь и у нас так будет, когда мосты в Киеве начнут падать, да? Древние. Ну, в общем, да, с того момента все, оно мутится, и вот как-то какой-то апогей настал. Интересно, что американский, да, след, американская линия. Смотрю, как активно сын Дональда Трампа в телеграм-канале, тот, который ненавидит Украину, у себя в телеграм-канале постит свой разговор и свой там какой-то подкаст, интервью с этим Вучичем. Так что, думаю, сдаваться он не будет, чувствуя за собой такую силу, ну, в смысле Вучича, там как карта ляжет. Но не сказать об этом не мог, а особенно еще и когда придумал такое название красивое «Последний бой Сороса». Так, друзья, ну и, собственно, то, ради чего мы все здесь с вами собрались. Название стрима, да, в общем, договорняк. Договорняк. Ну, давайте просто кратко... Нихуя не изменилось, это, конечно, факт. Это факт, что нихуя не изменилось, все как было, только скорее больше подтверждений получили. Ну и тут сложно дать оценки чему-то хорошему или чему-то плохому. Тут, конечно, приходит на ум тот самый мем с автобусом, где сидят два человека, один смотрит в скалу, другой смотрит на краевыды. Да, то есть, ну, просто прекращение огня это хорошо или плохо, да, и вот такой вопрос. Но тем не менее, Трамп говорит, Трамп сказал, что из России идут положительные сигналы, касающиеся перемирия. Ну, пожалуй, вот это и было в целом позитивные сигналы, да. В целом это прямая цитата и попала в название стрима, кто спрашивал, я ее не выдумал. Да, вот этот, которого мариновали, но оказывается не мариновали, Стив Уитков сказал, что по итогам беседы сказал с Путиным, что Путин принимает философию Трампа. Ну тут сказали, да, видите, там проблемы перевода, хер его знает, что за философия Трампа, философия Брюса Ли. Но я вообще понимаю о чем, то есть вот там говорили, вайбик важен Трампу. Ну думаю, да, принимает в этом смысле он его философию. По крайней мере, публично он всегда так себя вел как-то. Ну, не то, что похоже на Трампа, но что-то отличающееся от евробюрократических разговоров, да. Думаю, можно ли сказать, что Путин принимает философию Трампа, когда говорит, что у Трампа украли выборы? Непонятно. Ну, в общем, позитивный сигнал принимает философию Трампа. Фух, советник безопасности, да, советник безопасности Майк Уолтс, ну, советник в Белом доме, да, сказал нам о том, что вопрос в том, каким будет территориальное урегулирование в обмен на гарантии безопасности и статус Украины. Ну, еще сказал, что не в интересах США, надо задуматься, типа, он сказал, надо задуматься, насколько в интересах США помогать Украине отвоевывать всю территорию, учитывая, что это может привести к Третьей мировой войне. А также сказал, что прошлая администрация, ну, как обычно, нахуевертила и говорила, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо, а сколько это непонятно и к чему это должно быть. Ну, в общем, мы это все уже слышали.
На самом деле эти слова выписал только, наверное, потому что, знаете, ну, много манипуляций было на тему того, что он-то конкретно не говорит вообще нихуя. Ну, то есть эти слова, они ничего не значат, кроме какого-то для нас, ну, вроде понятного факта, что те территории, которые оккупированы, вернуть не выйдет. Но при этом эти слова стали такой почвой для манипуляций во многом на тему того, насколько обсуждается отдача Украиной территорий, которые она сейчас физически контролирует, да, то есть уже так далеко зашло. Сомневаюсь, что такое, ну, скажем так, неприемлемое для Украины требование могут вообще обсуждать, потому что, ну, сложно представить, какой должна быть ситуация, чтобы Украина на это пошла, хотя и сложно даже понять, какая ситуация сейчас реально вот физически на фронте, как она нам угрожает. Да, вот это такая сложная вещь для понимания, но важная для того, чтобы давать ответы на такие вопросы. Ну да, и в общих чертах рассмотрели позицию Путина, говорят они, да, ну и не признали ее сумасшедшей, невозможной. О чем это нам должно говорить? Ну, наверное, о том, что ничего не изменилось с того момента, как мы последний раз встречались. Контакты с РФ многообещающие, говорят. Ну, тоже, наверное, что-то такое. Этот же, да, маринованный или не маринованный Стив Уитков и Трамп, все они говорят, ну, в принципе, тоже что-то для нас предсказуемое, да, о том, что обсуждается ЗАЭС, крупная электростанция, и вот интересно, Черное море, говорят, обсуждается, интересно, что имеется в виду под обсуждением Черного моря, контроль за островом Змеиный или что, тоже, ну, тревожно, по крайней мере, казалось бы, чего обсуждать в вопросе Черного моря. Ну, вроде как все и так понятно, но тем не менее. И вот такая вещь, наверное, которую особенно, типа, важно на ней сакцентироваться, наверное, самая информационно ценная из всего этого блока договорняка, да, из всего, что я сегодня сказал, звучит коротко, да, как госсекретарь Марк Рубио, он говорит о том, что там есть две фазы, короче. И вот это есть две фазы наталкивает, естественно, на те мысли, которые я вам говорил и раньше, да. И, ну, не знаю, насколько они тревожные, не тревожные, опять-таки, не зря тот мем уже я вспомнил, да, про автобус и двух пассажиров. В том смысле, что есть две фазы, есть две фазы. Две фазы это, конечно, напоминает смутно арабо-израильские отношения, смутно напоминает сектор Газа, да, и представляет из себя это такую формулу, что вот договариваются о нескольких фазах, но не договариваются толком, и проблемы, естественно, возникают, как к ним перейти. То есть первая фаза это по факту остановить кровопролитие, да, прекращение огня. Вторая фаза договориться о устойчивом мире, ну это если грубо говоря. И, естественно, вот в этом переходе он не случается. Ну, не случился, по крайней мере. Понятно, ситуации очень разные, но все-таки похожая есть для нас, да. Похожая в смысле противоречия сторон. Но пользуются тем механизмом, что администрация в США, Дональд Трамп, он желает выступать миротворцем, он желает остановить кровопролитие, прекращение огня под это подпадает, и он требует его соблюдения, чтобы этого кровопролития не было. Ну, естественно, стороны не хотят начинать снова воевать, потому что воевать, в принципе, и плохо, а также потому, что, ну, вызовешь гнев новой администрации. Ну, и вот так оно телится. В принципе, что-то такое, это еще одно подтверждение тому, что что-то такое нам, в принципе, и готовят, в принципе, не особо скрывая, да. То есть стороны, конечно, заинтересованы в долгосрочном мире, но кого это особо интересует, правда? Ну, в общем, вот так. Хотя вы знаете, ну, наш регион и страны в нашем регионе, они способны удивить. Так что, да. Ну и такое, наверное, одно из последнего, самого важного, да, то в ожидании чего пройдут эти дни, к чему будет приковано внимание, это то, что Трамп на борту Air Force One сказал, ну, на своем самолете, да, когда он летает на нем из Вашингтона в Мар-а-Лаго, как я понимаю, играть в гольф. Да, он сказал, что я буду говорить с Путиным 18-го, ну, то есть завтра будет говорить с Путиным, ну, и вот, типа, это важное событие, все ждут, до чего договорятся. Может, Путин тоже колдуна нахуй пошлет, но, видите, у них же общая философия, плохой переводчик, но есть же такой шанс, да. Ну, в принципе, вот это самое ожидаемое теперь событие. Ну, еще мелкая деталь, что Министерство иностранных дел наше, отличающееся гибкостью, я видел еще сегодня, но это когда я уже запустил стрим, что не глупый человек, я читал его какую-то покаянную довольно кульпу статью Мерешко. Да, статья называлась что-то там «От марксистской молодости», что-то там такое. Ну, в общем,
Да, глава в парламенте комитета по международным отношениям, в который, кстати, входит Марьяна Безугла, да, пан Мерешко, тоже написал какие-то красные линии, но это вот важнее лицо перед этим сказала Сибига, министр иностранных дел Украины, похожий на Сивоха. И что он нам сказал? Он как бы, ну понятно, что на Западе как-то уже как к случившемуся факту относятся как к факту невступления Украины в НАТО, да. Только непонятно до конца, чем это будет вообще гарантировано, да, из чего это будет следовать. И я вам говорил, что это на самом деле довольно тяжелая проблема, и странно, что для людей она такой не выглядит, да, потому что по сути своей Э, как можно добиться каких-то гарантий невступления Украины куда-то, да? То есть это должны гарантировать члены НАТО на каком-то уровне, то есть никто на это, естественно, не пойдет ни в каком виде, да, потому что это будет выглядеть, это по сути так и будет, да, что это продиктовано волей американского государства и силой русского оружия, да, ну, то есть буквально их под весом оружия заставили принять это решение, под угрозой оружия, естественно, они на такое унижение не пойдут. Ну, то есть, мне кажется, это сразу можно вариант выбросить. Единственное, что они могут дать, это устное заверение, да, типа, мы не примем, а завтра скажут, мы примем. Ну, то есть, проблема, как бы, да, очевидная. То есть, из этого, как бы, следует, что, наверное, только Украина может отказаться сама, да. Опять-таки, представить, что украинская влада, которая всегда курс держала на НАТО, завтра, хотя, наверное, можно представить, завтра скажет, что мы от этого курса отказываемся. Это вряд ли. По крайней мере, сейчас она декларирует обратное. В принципе, это я и выписал, да, отвечая на все эти слова, как-то очерчивая свои красные линии, министр иностранных дел, показывая, естественно, гибкость нехуевую, говорит, что, ну, НАТО — это стратегический выбор украинского народа, да, так как там указан в Конституции такой путь. Ну, в общем, вот, сложность. Серьезная сложность. Но, как я уже сказал, мне кажется, американская администрация не то чтобы очень не хотела на этом заострять внимание и решать такие сложности. Им достаточно, ну, как мне кажется, их курс такой, поддерживать как бы такую риторику, что мы, НАТО и Украина вещи несовместимые, мы не поддерживаем, ну, никаких реальных юридических обязательств на себя не брать, но добиться прекращения огня под такой риторикой. И вот вопрос, типа, согласится ли на это Пуньцзы. Ну, то есть, насколько он хочет реально завершения этой войны, насколько она для него проблемна. Ну, вот так. Самая последняя новость уже из разряда юмористическая, это то, что, ну, тут просто из юмористической, потому что новость состоит из двух вещей, из двух как бы новостей, да, но касаются они одной страны. Это то, что госсекретарь США, по-моему, да, ну, не помню просто кто, но, по-моему, реально он, да, то есть госсекретарь Рубио сказал, что посол ЮАР теперь, да, персона нон-грата в США. Да. Ну, это, вы знаете, мой любимый, самый исчерпывающий на эту тему комментарий, который когда-либо я где-либо видел. Это из номера Файны Украины про олигарха, да. Там, где он говорит, ну, в начале номера, ну, вот так вот, один апартеид сменился на другой. Ну, в общем, да, посол ЮАР теперь персона нон-грата в США, посол ЮАР в США. И вторая новость с этим связана, это то, что южноафриканская миссия в Антарктике, уже типа звучит как анекдот, жалуется на то, что у них там полный беспредел, они в заложниках и подвергаются половому насилию. Ну, в общем, типа вот такие две новости. Трактуйте как хотите. Но вообще вот эта новость про то, что, ну, известно нам, что новая американская администрация, наверное, первая, да, и первый в мире такая реальная смена курса дипломатического в отношении к Африке, да, и вопрос того, как сложилась африканская политика после деколонизации, после обретения всей полноты прав э, большинством африканским, скажем так, я не знаю, как на Твиче выразиться, это на самом деле серьезная перемена. Надо было еще лет 50 подождать. Ну, в общем, вот так. Вот такие, друзья, новости. Читаю ваш чат и ваши комментарии и выключаю с позором стрим. Не, ну то есть я имею в виду, что сильная перемена, очень важная в смысле отношения к африканскому региону, учитывая еще и что и все то хорошее там относительно, да, что в Африці было, іменно силой та США і було умершлено, да. Як на мене, досить очевидно, що Балтійські страни та країни Варшавського договору були завжди на особливому положенні у Совку. Крім того, вони пережили найгірших років Совку з масовими чистками, негативною селекцією серед населення і т.д. Думаєш, генетичний, да, аргумент? Ну, його доказати важко буде про селекцію негативную.
скажем так, да. Ну, еще и контекст выхода из Советского Союза. Все-таки у нас такого не было, как в Риге, да. Чему последнему ты сильно радовался, спросили в чате. Донату жирному, да. Байден не добомбил хуситов губами, а Трамп базово будет их не добомбить. Ну да, как те дебаты, где нет ты базовый, нет ты. Нет, я базовый. Ну да, вот так. Будет новость о назначении нового помощника министра иностранных дел. Там Коля Серга из Орел и Решка. Ты понимаешь, не знаю, кто такой Коля Серга из Орел и Решки, но слышал, что назначили какого-то нового кадра в помощники министра иностранных дел. Еще интересно, что люди спорят, что не, ну подожди, он не из Орла и Решки, он военный. Ну, типа, после Орла и Решки он там стал каким-то военным. Это все здорово, но как это относится к Министерству иностранных дел? Хороший вопрос. Как раз даже Орел и Решка вроде, ну, если это та самая передача с путешествиями, то она вроде даже лучше относится к Министерству иностранных дел. Он, наверное, хорошо страны знает, географию классно знает. А это все-таки, согласитесь, ну, плюс для Министерства иностранных дел. Вроде как с Одессой Черное море связано. Путин же говорил, Одесса вообще русский город, мы осуждаем Путина. Он, конечно, хуй. И ходят слухи, что Одессу в лучшем случае ждет судьба Крыма. Ну, вряд ли же они обсуждают сдачу Одессы, правда? Согласитесь, бред. А как тебе решение Верховного суда? Суда туда. Насчет того, что мобилизованных нельзя вернуть, даже если их незаконно мобилизовали. Вроде не ЦЕПСО, хотя может я и попался, но вот источник да не ЦЕПСО наверняка нельзя. Если попал туда, то уже все. Я не сомневаюсь, мне для этого и решения суда не надо было. Они сейчас все как начнут там спорить, оспаривать свою мобилизацию, то ебанешься. Как может быть законная она? Ну ты что, когда тебя на улице, блядь, поймали? У нас с тобой сегодня одинаковый лук. Какие часы носишь? Я ношу шузы Casio. Часы Casio, не помню модель. Но не такая, как у Бен Ладена. У них, оказывается, прикольно, что можно несколько настроить на цифровом циферблате, да, там он мелкий. Можно настроить несколько как бы часовых поясов. И я на днях настроил себе американский, чтобы знать, когда Трампыня выходит в прайм-тайм. Не думал, что мне такое пригодится когда-то. Сейчас сок пробью. Ты знаешь, я, ну вот, весь домашний томатный, блядь, весь томатный сок, который я пил, вкусным был только домашний. Магазинный полная хуйта. Да, я видел, у Лекса Фридмана вышел порядочный подкаст с премьером Индии Муди. Послушал 2 часа из 3, интересно. Рекомендую надавить себе на ухо этим контентом. На уровне с подкастом Смелеем, если не лучше. Ну понял, как-то вот статус Индии не внушает доверия. Не хочется быть поучаемыми Индией и лидером Индии. Да, я выполнил задание на 5 с плюсом. Ну и хуета, конечно. Там статья на Медузе вышла. Отсюда выход один. 300 или 200. Про то, как украинские мужчины уже не хотят воевать. На Медузе? Ничего себе. Вот видишь, что значит отключили американцы деньги. Привет, не знал, что Хэнк Муди премьер Индии. Да, бывает такое. Ну пробился человек, что ты хочешь. Похороны хорошего настроения. Какие, блядь, похороны? Убили недавно активиста в Одессе, Нинокс. Что не день, то траур. Я понимаю, ты имеешь в виду, что одежда цветов темных, черная, да? Всех всегда отсылаю к песне Джонни Кэша «Man in Black». Там, например, очень интересный момент, как Моди ушел по Гималаям шляться, познавая мир, бродяжничая и много неиронично интересных отсылок на индийских философов. Ну ладно, заинтриговал, посмотрю. Я вот дома сижу 3-й год, нихуя себе. Чем это отличается от обычного дня? От обычных 3 лет. Чем ближе до Варняк, тем больше в пиздорезке... Все, чат пиздорезка помер. Его кто-то из наших деятелей в чате засветил в какой-то такой типа ватной теме, там условно мысли украинцев, там что-то такое, блядь. Все, чат погиб, типа ну, я даже не захожу туда. Нужен чат с патронами в Телеграме, отличная идея. Я бы с удовольствием его организовал, но пока не понял, как это сделать организационно, и пока не понял, много ли желающих. Ну вот ты один. Нахуй нам на двоих чат. Мы и так можем, блядь, в Дискорде пообщаться. Привет, только зашел. Что за позитивные сигналы можно вкратце? Нельзя. Нельзя. Ждите новостей. Завтра узнаем статус договорника, когда пыня на трубке повисит с Потапом. Ну, по сути, да. По сути, да. Ну вот, видишь, ты просил вкратце, вот тебе вкратце.
Чи можуть США продавити ЗЕ на офіційне визнання окупованих територій частиною РФ? Ні. Ти на минулих стрімах казав, що це неможливо, до сих пор убіжден в этом. Але якщо пипа рогом упреться, то США може почати значно серйознішу кампанію тиску. Важелі для цього є. Їм би уболтать спочатку як-то від НАТО отказаться, да, при том, что ну, ситуация похожая, только, мне кажется, более критичная. То есть народ более остро отреагирует на отказ от территории юридический, чем на внеблоковый статус юридический. К тому же, наверное, даже там особо много накручивать не нужно, чтобы добиться юридического отказа. В смысле, юридического внеблокового статуса. Ну вот. О, дякую за донат. О, дякую за донат. Вогник жарко-жарко. Дякую, друзі. Кстати, вот прошлый стрим, и этот тоже на самом деле, посвящены донатам в криптовалюте. Как вы думаете, сколько мне задонатили в криптовалюте? Кто угадает, тому нихуя. Просто я понимаю, мне даже кажется так, что внеблоковый статус официальный, он выше имеет силу, как бы вообще на реальность большую, да, чем отказ от территории юридический. То есть, если чего-то и добиваться, то этого, да. 0. Нихуя, 0, 0, 0, 0. Все, кто написал 0, и также те, кто написали нихуя, те угадали. Совершенно верно. 0 и нихуя. Я был поражен. Ти купив собі тачку чи ні? Конечно, 3, блядь, купив тачки. Норм, там в Сербии ультразвуком скот давят. Майдан 3 не пройдет. План Шатун не. 4-й украинский военный Дмитрий в разговоре BBC сообщил, в общем. 11-12 марта сравнил отступление ВСУ с фронта со сценой из фильма ужасов. Дороги усеяны сотнями уничтоженных машин, бронетехники и вездеходов. Очень много раненых и убитых, рассказал Дмитрий. Я нигде в наших СМИ не видел про удачное отступление, только что, мол, все под контролем. Неожиданный фьючерс Евромайдана. Каждый заломанный митинг в других племенах Восточной Европы будет придавать величие украинской революции. Ну, тоже об этом думал, ну, понял, сомнительный статус. Всех теперь пугают нами. Ну, что-то как-то это неприятно. Это как быть в классе двоечником, и когда все рассказывают, вот, блядь, станешь таким, как он. Неприятно. Ты поддержишь бомбардировку йеменских хасидов? Конечно. Вопрос по специальности. Денис, вопрос по специальности не стоит преуменьшать. Можно четко сказать, что США начинает автократизироваться. Почему? Вопрос в том, насколько эта тенденция может зайти. Не разделяю позиции читателей Сенс, что у США уже литеры как рашка, ну или через годик будут. Однако интересно, до каких пределов это может дойти. Не знаю, что ты имеешь в виду, да. До пределов следующих выборов. Сегодня не пускают иных журналистов в пул Белого дома, а завтра какой-то CNN от кабельного отключат. Как показал российский дождь, это дело не хитрое. До чего довести и до чего может дойти? Да вряд ли до чего-то серьезного. В том смысле, что даже хоть все это отключи, да. Наверное, вот прошлые выборы наглядно показали, что это не такие уже эффективные инструменты, да, несмотря на шквальную критику, без всяких рамок и издержек, да, это им не помогло все равно. То я думаю, что, наверное, на этом свет клином не сошелся в их случае. После следующего реванша демов будет откат назад с утроением финансирования USAID. Ты знаешь, а я вот не думаю, если даже случится реванш, ну когда-то случится однозначно, то, наверное, уже будут просто другие инструменты подыскивать. Я думаю, что, вот, ну, как я уже сказал, наверное, эти выборы доказали, что это была не самая разумная стратегия. Я не знаю, какое будет будущее, вообще, как будет выглядеть наше информационное пространство тогда, да, что в нем будет популярно, что будет реальной силой, что будет этим будущим. Денис, ты в школе был альфой, сигмой или бетой? Я в школе преимущественно не был реально. Там, когда Голобородько сказал, что не готов пресс-конференции, Марго такой типа, ты мог так в Белом доме сказать? Ну да, видишь, там мой поинт. Но видишь, президент такой, он не может мириться с несправедливостью. Но все в стране должны с ней мириться, конечно, бо так надо. Так надо для страны, для большого дела. А он не может, видимо, ему не надо. Ну то что всем остальным надо? Хороший вопрос, много вопросов, мало ответов. Биус Инфо после кончины USAID начал из ЗПшки шекели получать. Не знаю, ну, наверное, потому что, а что еще их заставляет снимать? Хотя, опять-таки, они-то снимали и раньше, правда? Про коррупцию в місцевій владі київській, да? Посмотрим, как дальше будет. Ну, наверное, так дальше и будет, в смысле. Следующим будет мэр Одессы, да.
Порошенко будет. Какой твой любимый фильм с Зеленским? Миллион раз отвечал, мой любимый. Ну, вообще «Квартал 95» с его участием, но это не фильм, да. А любимый фильм, ну, фильмы многие великие. «Ржевский против Наполеона», где он сыграл Наполеона. Как бы уже легендарно. Но, наверное, все-таки самый любимый — это такая короткометражка «300 еврейцев». Там много философии. Там проскакивают здравые вещи о войне. Украина то не в СНГ давно. Ну да, СНГ расшифровывается как «с нами Гитлер». Украина в таком не участвует. Нам оригинал признает, обсер зелье в Белом доме обсером. Ты знаешь, это как легендарный анекдот, и его кто-то переделывал под вариацию, типа в Белом доме, про то, что насрал Трампу в Белом доме. И шо, а я типа в штаны. Ну, блин, такое время. А где он хуем на рояле играл? Ну, это легенда, это сам «Квартал 95». Ну, играл хуем на рояле и играл. Что здесь такого? По-моему, неплохо. Сочувствовал Бигусу, пока не увидел их полный штат. Это ж просто пиздец, там бензопилой работать и работать. Ну, не потеряет же контент в качестве, если вместо 8 бимбо-ведущих будет 4. Зато можно будет на рекламу и донаты жить. Не знаю, мне, честно говоря, сложно об этом рассуждать. Я и этот самый, блядь. И штат их не видел, и понимаю, что, типа, основное это не штат, а основное это зарабатывать деньги. И деньги зарабатывать будет хотеться и дальше. И в этом смысле, да, не верю. Как думаешь, почему еврей Зеленский поддерживал Палестину? Потому что он не еврей, и потому что этим все не исчерпывается. А как он поддерживал Палестину? Он кричал «Free Palestine» или что? Не кожен так уміє, це талант. Ви самі членом на Блять, ви самі членом на роялі грати пробували? Членом на флейте водосточных труб, да? Санурич, с Днем Святого Патрика. Сегодня день сексуальных меньшинств, день мобилизационного работника, еще и день Святого Патрика. А он не еврей, он русский. Да, это про Зеленского. Фиона Хилл, ну, во-первых, Фиона это из Майнкрафта, из, сука, Шрека этого. Да, из Шрека реально. Фиона Хилл, специальный помощник Трампа по делам Европы и России 17-19 годов. 19 годов. Трамп не особо слушает своих собеседников. Для него все определяется вайбиком и поведением собеседника. Когда я была на первых телефонных звонках с Путиным, я внимательно слушала русских. Переводчик постоянно сглаживал углы и не передавал всю суть, что говорил Путин. Он очень аккуратно выбирал слова, и часто он открыто подтрунивал над Трампом. Он шутил над ним в построении фраз, в контексте, в намеках. Ну, интересно узнать как. Но переводчик это все сглаживал. А после звонка Трамп даже не стал читать распечатки и наши комментарии. Он полностью упустил это. Сейчас Витков сидит по 3 часа с Путиным. Думаете, они записывают все слова Путина на русском, потом их анализируют? Они теряют суть, что он на самом деле говорит. Это не важно, важно результат. Ну, на гитаре еще труднее, это да. Ведущий попросил привести пример, как Путин подтрунивал над Трампом по-русски, но переводчик упустил. Классическая история — это саммит Г-20 в Осаке. Трамп и Путин разговаривают, и Путин ему рассказывает про свои новые гиперзвуковые ракеты. Трамп слушает и отвечает: «О, я бы хотел их получить». Путин саркастически комментирует: «Да-да, конечно, ты их получишь». Но переводчик это переводит дословно. Они говорят дальше, и они начинают говорить за Израиль. Трамп начинает бравировать, что никто не сделал для Израиля больше, чем я. Начинает перечислять то, сё. Путин его слушает и абсолютно саркастическим тоном так, что любой, кто знает русский, понимает, что это Степ, отвечает: «Ты молодец, Дональд. Может, Израилю надо назвать страну в твою честь?» Нормально. Но переводчик это опускает и переводит дословно. И Трамп не понимает, что над ним просто посмеялись. Не, это, наверное, будет перебор. Он принял это за чистую монету. Блять, да может это и есть чистая монета. Вот если бы переводчик не перевел дословно, а свое мнение сказал, типа, что с тебя сейчас прикол тянут, вот это было бы искажением. Дэна, ты не думал прическу укладывать сталингами? Знать бы, что это, чтобы глаза не закрывали. Я пробовал. Я сегодня, блядь, проебал час где-то нахуй на ее укладку. У меня ничего не получилось. Вообще нихуя не получилось. Я там, блядь, по 100 раз феном ее жарил, блядь. Уже сгорели все волосы нахуй. И я уже, блядь, крутил ее и круглой, и квадратной расческой, блядь. Как я только не изгалялся над ними. Нихуя не получилось. Я забил хуй, как вышло, так вышло. Чем я только не укладываю. У меня лак есть, глына какая-то есть.
Там, блядь, надо уебать, наверное, ну, несколько дней, чтобы разобраться, как, типа, чтобы, блядь, укладывалось. А не хочет делать, а работает там что-то, блядь, ну, в общем. Никто не хочет сидеть час нахуй пыхтеть над этой шерстью. Еще и через день. Свиным жиром. Это смалец называется. Нужна плойка Сталин 3000, чтобы укладывать волосы. Ты не поверишь. У меня есть буквально Сталин 3000. У меня есть электрорасческа советская. Я ее вчера нашел, блядь, на мусорке за гаражом своим. Да, у меня там склад нахуй всякого говнища сумасшедший. Ну, просто ебанутых масштабов склад. Прям база-база, которая кормит. Прям вообще там хлама пизда. Надо фуру вызывать, чтобы вывезти. Вот я в нем раскопал советскую электрорасческу. Бывает такая вещь, называется юность. Ну, типа круглая электрорасческа. Фишка в чем ее? Ну, опасная, пиздец, я думаю, она. Ну, она очень грязная была. А как мыть? Ну, я не заморачиваясь, помыл ее просто под струей воды. Ну, что там делать? Думаю, наверняка она меня теперь убьет током прямо в голову. Ну, то есть вот если бы хотя бы не с головой контактировала эта хуйня, а с ногой, ну, типа через ногу вряд ли убьет сразу из розетки. Это надо постараться. А вот если в голову, то убьет, наверное, нахуй сразу. Но не убила током, удивительно, да. В чем поинт, да? Ну просто греется круглая расческа. Нихуя она не дает, ну просто бесполезная. И она как и расческа, как расческа хуевая, и как вот типа горячая расческа тоже хуевая. Ну типа как советская, как ему положено быть. Просто говно со всех сторон. Нихуя не делает. Единственный плюс ее, что она есть, типа, блядь, существует, да, что она была и типа, ну, работает до сих пор, прошло 100 лет. Да, у многих, думаю, возник вопрос, почему в чате в Телеграме я написал «анус». Я что-то слышал, что, ну, новый прорыв, короче, в нейросетях какая-то вышла нейросеть, и там анус есть в названии. Манус, о, М-анус, по-моему, так. Там знов дубак, качки не мерзнуть. Да, сегодня вода замерзла у уток. Ну, взялась льдом, коркой. Да не мерзнуть, это не то же самое, как было тогда, зимой, пару недель назад. А Трампа реально как-то демократам и их СМИ дискредитировать теперь. Они ведь уже и диктатором, и Гитлером его называли. Планку повышать просто некуда. Ну надо, чтобы он сам что такое учудил, чтобы всем стало плохо. Це як анекдот про жопний свісток з Радянського Союзу від Гоблача. Я вже забив, блядь. В честь сьогоднішнього свята качку різати не будеш? В честь Дня мобілізаційного працівника? Та ні, наверное. Ну ідея хороша. Щоб качку різати, це треба було її ранком забити, не кормя. И потрошить целый день. Все вспомнил Баффало Билл. Свистит, не свистит, в жопу не влазит, да, жопный свисток Советского Союза. Ну, блядь, буквально это про эту расческу. Как расческа не расчесывает, как грелка не греет, блядь. Ну, работает. Ты когда качку диффизерил, в кипяток окунал, ну а как иначе? Я вскипятил целое ведро, ну, оцинкованной воды и туда ее нахуй. Но я, наверное, немного передержал и чуть, конечно, шкуру ей подварил. А это полный залет. Ну хуй его знает, мороз стоял. Я положенных там секунд 5 ее в кипятке подержал. Видать, многовато было. Сильно кипящая вода была. Вот если бы я 5 секунд лил на нее кипяток из чайника, это было бы немного другое. А мне вот интересно, а ТЦКшники могут потом стать героями войны и в партии как солдаты зайти? Ну, ТЦКшники вряд ли, а другие люди, да. Ну, в смысле, в партиях там плотно все будет. Ты просто не знаю, о чем говоришь. Ты посмотри заседание любого горсовета, там нахуй пол будки людей, да, вот этих, сидит в военной форме. Хуй его знает, что они делают, что так получилось, что там в Львовском горсовете он забыл, но так. Какая помада, какая глина. У меня даже расчески немає. Тупо руками и слюной зачесываю. Но это не достижение. Слюна вонючая. Ну, конечно, выглядит херовастенько, але безкоштовно. Лучше деньги потратить, ну, чтобы выглядело как-то вменяемо. Просто ты вот, Даллас, не знаю, молодой. Сейчас такая экология, блядь. Все лысеют нахуй в 30 лет. Так что пользуйся, пока у тебя есть волосы. Потом будешь жалкувать, когда их будет 3, будешь как Трамп, у него вот такая на голове, как бы аномалия непонятная, потому что 3 волосины пытаются скрыть отсутствие волос. Так що, думай. В мене на жопі багато волос. Кому треба, віддам, але не безкоштовно.
А вы помните, блядь, одно время, я вот не знаю, сейчас, наверное, это полностью исчезло. Все просто было заполнено везде, обклеено объявлениями «Волосся». Там вот красными буквами на белом фоне было написано «Волосся». И типа чуть поменьше было написано «Купим волосся», «Куплю волосся». Нахуй им то волосся в таком объеме? И кто это его покупает? И оно было типа унифицировано по всей стране. Типа, сейчас, наверное, уже исчезло. Блять, це уже сумасшествие, нахуй. Ти наче перший раз на стрімі Дешендиру. Як стрімер відноситься до ідеї, що загальне виборче право фуфло, і веде до ситуації, коли за рахунок платників податків політики купляють собі електорат. Интересно, а как типа ограничение выборного права как бы исключит этот феномен покупки электората? Ну, наоборот, меньше бабок тратить придется. І яка йому можлива альтернатива? Ніяка. Я схиляюсь до. Ну і в этом, типу, мой пойнт. Я схиляюсь до такого бачення, але альтернативи якось погано проглядаються. Єдине, що приходить в голову, це купівля права голосу умовно за 100 гривень. Можна проголосувати на виборах президента чи парламента. Блять, ну, не знаю просто, на что это повлияет, если нет логической связи там, где я выше говорил, да. Единственное, что будет, это тяжелые последствия при попытке принятия этого, да. Ненужные абсолютно. Лучше какое-то другое, более важное, непопулярное решение принять, да, которых полным-полно всегда. Много раз просто на эту тему отвечал, блядь, с ограничением избирательного права и вообще. Носив середній патлі, як у стрімера, а позавчора постригся под пацана уже не актуально. Ну, у меня, понял, травма. Я реально пол жизни был стрижен под пацана, и типа над своей волей меня батя все время стриг. Супер коротко, то я ебал. Я думаю, что нужно вводить обязательную сертификацию избирателей на знание каждого кандидата и их политических программ. Только после сдачи допускать на голосование. А на что это влияет? Они же, ну, в итоге их ничего не обязывает юридически отвечать за свои программы, да, кандидатов. Ну, то есть они все выступают в целом за что-то одно общее, за все хорошее против всего плохого. Но есть какие-то косметические отличия, и то не всегда они потом им, ну, зачастую не соответствуют, да, тому, что обещали. Это формальность, на мой взгляд, ничего не решает. Ну, будут они знать, блядь, это прочтут, да, предположим. Будет тест по тому, что написано в избирательной этой программе, да, предвыборной кандидата. Как это, ну, то есть на что, как это фактически на что-то фізично должно повлиять, непонятно. Вибори ніхуя не рішають, особливо у нас. Нема різниці за кого голосувати. Краще не голосувати зовсім, щоб було право критикувати владу без зауважень від усіляких дегенератів по типу самих вибрав. Ну, завжди можна наткнутися на критику, що твоїм голосом воспользовались, да, твоїм бюллетнем. Так как это сделать легче, если ты не голосовал. Но я бы просто не упрощал, типа, и не обобщал. То есть выборы, конечно, решают, но свет клином на них не сошелся. И люди, которые разрываются потом за это, дураки, конечно, да, что вот этот момент X, а потом не вот тут все решается, а там все не потом, типа, неважно. Это на самом деле глупо. Ну, конечно, совсем бы я не обесценивал, но во многом моя позиция, она именно как раз с того, что я считаю, что это безальтернативный, но не самый... досконалый, да, не знаю, как русское слово подобрать, не самый, ну, не самый идеальный инструмент, да, но безальтернативный. И поэтому я считаю, что, ну, поскольку он не самый досконалый, то нет смысла особо мучаться еще и да, нет смысла особо мучаться с какими-то ограничениями, с попыткой нарастить какое-то качество. Во-первых, невозможно реально доказать, да, потому что тут нет переменной качества как таковой, ее не существует. Там, избирателя или политиков. Так еще и это по итогу, да, как бы увеличивает ценность выбора, да, что, на мой взгляд, прямой вред. То есть, когда мы культурно, политически увеличиваем ценность выбора, да, то есть вот была плохая демократия, мы критики демократии, да, что выборы это, ну, в целом не особо важная вещь, вообще этот механизм не самый хороший, и так далее, но в итоге к чему мы приходим? К тому, чтобы ценность этого феномена выборов увеличить вот этим бесполезным решением. Все как было, так и останется, да. Только теперь это еще и как-то более ценно было, будет, чем было. Хорошо, блядь.
Почему пенсіонерам не запретить голосувати? А нахуя запрещать? Я ще, блядь, бабки повинен платити державі, щоб вона проводила тестування у всяких мудаків, котрі можуть голосувати не так, як я. Пішли вони нахуй, хай безплатно голосують, согласен. Ви лучше, блядь, практичность увеличивайте. Давайте копать куда-то в сторону легализации подкупа избирателей. Представьте выборы, и каждый кандидат соревнуется, кто больше даст гречки, денег, короче, гуманитарки там всякой. Тогда есть смысл выборов ждать. Сидишь, ждешь, как начнут тебе пхать во все карманы все, что можно. Так хоть практическая польза есть, да. Если мой Google кто-то использует, то это не мой проеб, а изъян системы, которая, ну да, но тем не менее, да. Это факт просто становится. Ну лучше госзакупка гречки, чем госзакупка, блядь, рекламы, всяких билбордов, блядь. Да, ты понимаешь, почему-то рюк-люк-фар, но вот это невозможно людям донести, что тут вопрос легитимности, да, они как-то не с той стороны на этот вопрос смотрят, там, и касательно того, а почему женщины не мобилизуются, ну, и так далее, и так далее. Просто на кого власть это распространяется. Добре, що пишуть люди на YouTube масті? Пишуть ли щось? Пишуть вони шалом. Все сравним с Трампом, лобковые. Кто платит налоги, тот и голосует. Гречку, ну все, блядь, платят налоги, что за хуйня? Тебя же не спрашивают, платить их, не платить, какая глупость, блядь. Провести мысленный эксперимент, тогда на выборы никто не... Или типа должны крупнейшие платители налогов иметь преимущество над теми, кто платит мало. Я такую идею слышал. Прекрасная идея с условиями того, да, как выглядит у нас среда вот этих финансовых элит. А ось таке питання за темою твоїх дипломних робіт. Чи є у нас підстави вважати, я тобі що, чат GPT, чи є у нас підстави вважати, що пострадянська країна може розвинутись у щось нормальне демократичним шляхом, а які є альтернативи? Відсутність успішних прикладів змушує замислюватись, ну як то і сказати, відсутність успішних прикладів, ну... Наверное, грубое обобщение будет слишком, да? Тебе скажут, что, ну, постсоветские... Понятно, везде разные условия, это как с любыми аналогиями, типа, есть и общее, есть и разное, вопрос того, что хочешь отразить. Но тебе скажут, а вот есть Балтійські страни, да? Змушує замислити над тим, що молоді демократії можуть стати успішними лише завдяки якомусь короткому автократичному періоду в самому початку будування країни, створення політичних, судових та інших інститутів в ній, щоб вона не розривалася на лоскутні ковдри в самому початку. Важко сказати. Ну реально, блядь, тяжело ответить, очень сложный и объемный вопрос, надо везде подбирать примеры. Не знаю, что тебе сказать на это. Могу только сказать, что грубое обобщение все страны, так сказать, что они відсутність успішних прикладів. Я молчу о том, что, блядь, вот везде нужно доказать связь реальную, да, между тем вот. А чем отличается постсоциалистический опыт, свойственный для стран, типа, ну, всего блока договора Варшавского, да, и чем вот реальное отличие именно советских стран, то есть, то есть, ну, понятно, в чем отличие, да, я его назвал как минимум, типа, а как это повлияло на их политическое будущее, да, что это в них заложило, и уже от этого нужно отталкиваться, тогда будет понятнее, что мы хотим сказать, і з чим ми маємо діло, буквально з якими проблемами. Щоб різні сили не руйнували її потуги у створенні непредвзятих судів тощо. Ну просто, блін, проблема любая, да, централизации власти, авторитаризма, что, ну, все это, оно работать будет в интересах одного человека. И, ну, кто сказал, что это хорошо? Такой же опыт есть на постсоветском пространстве. Несмотря на то, что сейчас он, может, выглядит еще вменяемо, он тяжелые последствия несет, да. Но по факту так и есть. У кого больше денег на агитацию, тот, скорее всего, получит больше голосов. Не, я с тобой, ёба, не согласен. Мне кажется, ну, полно ситуаций, ну, реально, их полно прирва, где вот реально деньги не смогли решить. Бабки не решили. Ну, там, последние выборы в США, можно сказать, тот пример, да, в плане информационного поля. Да и наши выборы, да, то есть, мне кажется, даже важнее денег административный аппарат. И это не спасло прошлого президента. При этом сказать, что там как-то сильно деньги были на стороне президента Зеленского, не, ну, агитации было много, но важно, кто был он, когда вступал в гонку, да. История не в 20 веке началась. Мне кажется, это самое влиятельное на нас, да. То, что было там миллиард лет назад, блядь, вечевые демократии, там еще какая-то хуйня. Ну, согласитесь, мало уже на нас имеет какого-то влияния. И никто не пытается что-то оттуда черпать. Но я согласен, тут дело не в том, что где, когда началось, а доказать реальную связь.
ну, типа вот, резонный аргумент, что всякие чехи и Венгрии всегда были богаче и свободнее восточных славян. Резонно, но, типа, надо доказать, как это повлияло на их спустя, типа, там, Вторую мировую войну, советскую, ну, оккупацию, да, т. Как вот то реально оказало влияние на то, как формируется их политика, там, ну, не сегодня, а вчера, да, в смысле, после краха организации Варшавского договора. Нужен механизм снятия досрочно, чтобы был иммунитет. Не то, чтобы, если мой депутат игнорит меня, ну, просто знаешь, а кто твой депутат? У нас же их список, да? Есть партия, за которую ты голосовал, например. Тоже, думаю, плохо повлияет на парламент. Вот там-то именно смысл, да, что кто-то потом может как бы из позиции слабости говорить с весом своего голоса в парламенте. Как раз этого у нас нет, да. Если против тебя вся машина, то, ну, похуй, что за тебя когда-то кто-то проголосовал. Это тебе не поможет. Какие-то ломы там, да, совокупно с державой тебя уничтожат и все. И не поможет то, что тебя выбрал народ когда-то. Не, ну доказать можно. Богатые страны к западу от Киева имели более богатых дворян. Быстрее сформировавшийся высший класс, который занялся конструкцией социальных и политических институтов, мне кажется, ну, можно доказывайте, типа. Просто, ну, какой этот класс прошел трансформацию во время Второй мировой войны, во время советской оккупации. Потом, когда рухнул договор Варшавский. Не, я просто и не говорю, что невозможно доказать. Я говорю, что нужно доказывать для того, чтобы понять, о чем мы говорим, а не говорить абстракциями. Просто из вот этих деталей потом мы и устанавливаем разницу между нами, странами Восточной Европы и остальными, которые не были в составе Советского Союза. Что-то вы этими дворянами напомнили мне песню Льва Лещенко и кого, блядь? Ну, не Кобзона. Лев Лещенко, еще кто-то там. Эй, славяне, на-на-на-на. Киевляне, нам ли с вами родину делить? Неужели наставишь пушку на свою жену? Да, Винокур, да, наверное, Винокура реально. Мало кто знает, но это переведенный польский гимн. Вот эта песня. Сейчас читаю танка Атамулия Далата. Познавательно і в плані Храма Чиморі. Коротше, зрозуміло тільки те, що буде гірше, ніхуй думать. Чому? Може буде краще. Є таке прислів'я, все, що не робиться, робиться до кращого. Вы згодні з ним? Надо такой избирательный ценз ввести, чтобы голосовать можно было только по приколу. На входе в избирательный участок спрашивает человека, ты как голосуешь, по приколу или серьезно? Если он отвечает, что серьезно, его не пускать. Если говорит, що по приколу, то пускать. Хороша ідея. До кращого, але ж чому ж тоді все гірше і гірше? Тут як подивитись, кажуть деякі експерти, що все тільки краще і краще. Нас спрашивать, ти 25% или 73%? Плюс 1 или мінус 1, да? З чехів та поляків не робили совєтських людей, як з нас, і вони мали у рази більше автономії у всіх сферах життя. Можна сказати, що їх політичну та економічну традицію слабше викорчовували, тому їм не треба було все з нуля робити. А у нас під 91-го ніби відірвали політичну голову Москвою, бігаємо як та курка без голови вже 35 років. Резонно, що-то таке ми і сказали. Вже новини, може потрібно їх задонатити? Бажано криптовалютою. Тебе что, армянское радио? Уже, блядь, радио Свободу закрыли. Голос Америки закрыли, блядь. Уже скоро новостей нихуя не будет. Только РИА Новости будут хуярить. Понял? Везде. И Russia Today. Вот такое оно будущее Трампа. Такая мага. Хорошого стріма, качурам на здоровенний калькулятор в коробці. Да, історія з калькулятором хороша. Но її на YouTube увидела мало людей. Сумарно 1500 десь. А чим пояснювати? Можна ще 40 вен генетикою пояснювати. Тут всі генетично так, там всі генетичних так, а в Германії генетичних всіх по третьому. А ти сьогодні не додав плашку криптодонатів у правому кутку к стану, зато я ее на монтаж разместил, ты видел? Та не додав, нахуй не надо, все равно ніхто не донатит. Люди берегут криптовалюту на празднование перемоги. Ти усе припас якусь пляшечку на випадок договорняку? Ні.
Вот вопрос серьезный. Тебе когда снился сон с Илоном Маском, и как он хотел космодром на твоем огороде въебать, не было такого, что Илон Маск тебе за это дохуя денег предложил, что и батя за проебанную картошку не возникал? А вот что-то про деньги не помню. Ну, какие-то он предложил деньги, но я больше был падкий на то, что это вклад, типа, в будущее человечества, полеты в космос, ну и вообще хайп нормальный. Ну, прикольная история, такую рассказать не стыдно. Ну, я вот из этого исходил. Байка хорошая будет. Когда будет договорничок, все кореша повылазят из нычек и будем праздновать потужно. Да тяжело праздновать. Этот праздник со слезами нихуевыми на глазах. Та вообще не празднично. Як на мене, навіть смішніше за історію з терсоплітою. Ну да, терсопліту здуло, но мне та было вообще нихуя не смешно. Блять. Наверное, еще что такое было, что я уже забыл. Было еще, как я поехал на гробки, и у меня, ну, кто знает, тот знает, блядь, что тек антифриз постоянно из машины. Почему тек? Потому что сгнили, блядь, патрубки, где термостат. Они уже и старые, но основная проблема была в том, что почему-то... А, вот в чем была основная проблема. Я смешал несмешуемые жидкости, одну поменял на другую. Ну, кто знает, там есть зеленая, блядь, и красная, что я, блядь, напутал нахуй. И они вступили в лютый конфликт, и все патрубки потекли одномоментно в местах соединения с алюминием, потому что алюминий начал люто окисляться. Ну и, короче, он где-то вытекал, что-то там грелось. И я, ну, совершил типичную ошибку новичка, классическую. Стал на заправке, где я ехал по трассе хуеву там кучу километров, да. Ну и тупо открыл пробку на радиаторе. И, естественно, я весь нахуй стал, блядь, в секунду просто облит кипящим тосолом. Классно было. Хорошо, что очки были, блядь. Так бы, наверное, глаза выело нахуй. Так, короче, слава богу. Конец подкрался к стриму. А о чем говорить? Нихуя не... День прошел, число сменилось. Нихуя не изменилось. Честно говоря, ну, вот вчера вообще, блядь, сидел целый день. Ну, вообще охуенно депрессивное настроение. Давно такого не было. Ну, типа что-то, может, гормональное. Хуй его знает. Ну, весна, весеннее обострение, знаете. То я прям вот, типа, в депрессии. Нихуя не говорю, сижу. Печально это все. В общем, друзья, сейчас я кофе выпил. Немного был, раздуплился. Короче, да. Вкладки щелкал. Да, бывает такая хуйня, что открываю Википедию и вот это нора Википедии. Начинаю читать про пик Победы, пик Ленина, горы, короче, на Памире. Ну, еще какую-то такую хуйню совершенно дикую. Вот там я нашел, ну, я в Телеграме у себя постил, про то, что там был ледник Академии наук. И там кыргызы, недолго думая, переименовали его в довольно анекдотичную вещь из Барата. Теперь это или пик, нет, ну не пик, ледник, по-моему, ну в горах Памира, да, ледник имени Академии наук Узбекистана или Киргизстана. Что довольно смешно, какая там интересная наука, ну то есть без шовинизма. Интересно просто, чего они там разработали, как это говорится. Ну, в общем, да, короче, что-то понесло уже меня. Друзья, спасибо всем, кто сегодня пришел. Спасибо тем, кто донатил, хоть и немного, но с миру по нитке, а бомжам приятно. Люблю вас, целую, друзья, берегите себя. Вот, хотел бы сказать, радуйтесь весне, но погода что-то не очень весенняя, непонятно, когда уже прям тепло-тепло будет. Хотя уже попробивались цветы, качкам есть что есть теперь, хавают мои цветы все. В общем, друзі, люблю, цілую, до зустрічі післязавтра. Кожен ваш донат, до речі, наближає вихід відеоролика про Гренландію. Чому Трампу потрібна Гренландія? Історія без міфів, як не стати овочем. Люблю, цілую, до встречи післязавтра.